Рада приветствовать всех на своем канале. Давайте разберем, что означает принцип психологического шпагата, который действует безотказно и помогает людям добиваться успеха. Большинство людей, видя самодостаточного человека, который добился каких-то целей в жизни, думают, что ему все далось легко. И секрет лишь в том, что ему просто сопутствовала удача. Но это не так. Очень многие успешные люди усердно трудятся для того, чтобы стать таковыми, и часто используют принцип шпагата. Что это и как его использовать? Все, кто когда-то пытался сесть на шпагат, знают, что это можно было сделать только через преодоление боли. Его суть простая. Когда мы садимся на физический шпагат, мы тянем мышцу до боли и фиксируем. Чуть зашли за боль и достаточно. В следующий раз действуем подобно. Чуть далее за боль и фиксируем. Через время садимся легко на весь шпагат. Похожая штука работает и с целями. Мы заходим чуть дальше зоны комфорта и закрепляемся, привыкаем. Потом опять чуть дальше и так постоянно. Проходит время, и мы получаем успех. Настоящий, крепкий и достойный. Проблема в том, что многие люди не готовы тянуть мышцы дальше боли. Для этого нужны усилия и воля. Максимальный рост происходит в зоне чуть за пределами комфорта. Когда делаешь шаги за зону комфорта, когда знаешь, чего хочешь и когда ты по-настоящему хочешь получить желаемое. Поэтому важно осознанно и целенаправленно помещать себя в зону небольшого дискомфорта. Тренированные мышцы характера– это на всю жизнь, и они формируют судьбу. Вопрос в готовности и честности перед собой. Проблема в том, что люди врут себе. Они говорят, что хотят получить желаемое, но как только дело доходит, чтобы наперед заплатить за успех своими усилиями, они находят тысячи причин не делать этого. А потом жизнь, как суровый тренер, берет тебя и жестко садит на шпагат через боль и необходимость. Можно это делать мягче и легче, с интересом и радостью, планово. Многие смотрят на успешного человека и говорят, что ему просто повезло, не понимая, какими усилиями он заплатил за это, сколько дискомфорта он прошел, пока не сел на свой шпагат. Принцип шпагата отображен в длительном психоанализе. Невозможно изменить жизненные паттерны в одну сессию, так как интерпретации и выводы могут порвать психику человека или, что происходит в большинстве случаев, быть полностью отвергнуты человеком. Потому намного экологичнее проводить анализ постепенно и бережно, потихоньку проживая боль и страдания. Разминать и растягивать те психологические мышцы, которые забивались и твердели всю предыдущую жизнь. Будьте бережны с собой. Жизнь– это большой тренажерный зал. Человек может вырасти ровно настолько, насколько способен быть честным с самим собой. Точно так же принцип шпагата действует и в обычной жизни. Человек ставит перед собой цель, а затем, двигаясь к ней, выходит из зоны своего комфорта, чтобы достичь ее. Это страшно, это часто неприятно, но постепенно маленькими шагами человек достигает успеха точно так же, как и учится садиться на шпагат. Только тренируя свой характер путем постоянного преодоления трудностей и препятствий, можно добиться успеха и достигнуть поставленных целей. Именно это делают все успешные люди. Во время одного исследования в Гарварде в 50-х годах прошлого века доктор Курт Рихтер поместил крыс в бассейн с водой, чтобы проверить, как долго они могут ступать по воде. В среднем они сдаются и тонут через 15 минут, но прямо перед тем, как они сдавались из-за истощения, исследователи вырывали их, сушили, давали им отдохнуть в течение нескольких минут и возвращали их для второго раунда. Во второй попытке, как вы думаете, как долго они продержались? Еще 15 минут, 10 минут, 5 минут? Нет, 60 минут. И это не ошибка. Верно, 60 минут плавания. Вывод, что поскольку крысы верили, что они в конечном итоге будут спасены, они могут держать свои тела на воде дольше того, что раньше считали невозможным. Я оставлю вас с этой мыслью. Если надежда может заставить измученных крыс так долго плавать, что может сделать для вас вера в себя и свои способности? Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы. Как повысить самооценку и добиваться цели?
Задача в том, чтобы самостоятельно восполнить недостаток любви, заполнить те пустоты, которые образовались в детстве и юности, прямо поставить перед собой такую цель, считать ее первоочередной, жизненно важной и не ждать, пока счастливым вас сделают другие. И главное, начать следовать своим желаниям, стремлениям, мечтам, культивировать свою непохожесть на других и ничего в себе не стесняться. Я могу еще 100 раз это прочесть, но уверенности в себе мне это не прибавит. Что же делать? Над принятием себя в том виде, в каком вы есть, безусловно, надо работать. Ну, например, попытаться обеспечить себе максимальный психологический комфорт, уважать свои желания, посвящать себе время и деньги, попытаться получать удовольствие от жизни, ощутить ее вкус, распробовать и насладиться ею. Другие люди в вашей жизни появятся и захотят сделать вам хорошо именно тогда, когда вы сами ощутите свою значимость. Адекватная самооценка – это вера в себя, возможность ощутить свою силу, принимать важные жизненные решения и не оглядываться на общество, идти к своим целям без страха. Ведь это твоя жизнь и ничья более. В конце концов, ты должна быть счастлива с теми решениями, которые ты принимаешь, едой, которую ты ешь, вещами, которые ты делаешь, целями, которые ставишь перед собой. Не позволяй мнениям и суждениям других людей останавливать тебя делать то, что ты хочешь и знаешь в своем сердце, что это правильно для тебя. Ешь ту еду, которая заставляет тебя чувствовать себя лучше. Делай то, что заставляет чувствовать себя спокойной. Окружай себя людьми, которые заставляют тебя чувствовать себя хорошо. Кто может тебя рассмешить? Кто подарит тебе искреннюю улыбку? Следуй за тем, что ты хочешь. Не потому, что кто-то говорит тебе об этом, но потому, что ты этого хочешь. Прислушивайся к этому внутреннему голосу, доверяй своей интуиции и обязательно доверяй себе. И тогда ты обязательно добьешься успеха. Напишите в комментариях, как вам удается повысить самооценку и смело двигаться к поставленной цели. И помните, что на канале «Жизнь женщин» вы найдете много полезной информации для себя, поэтому подписывайтесь и жмите на колокольчик. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!